Не секрет, что аниме «Реинкарнация безработного» сильно порезано относительно своего книжного первоисточника. Некоторые события в ранобэ, да и в черновике в виде веб-новеллы куда темнее и грязнее. Что-то из аниме было вырезано, потому что не укладывалось в хронометраж, а что-то попросту нельзя показывать в анимационном сериале, идущем по телевизору. Поэтому в этом видео я подобрал 8 темных, грязных, возмущающих или просто грустных вырезанных фактов и предысторий. Не беспокойтесь, здесь не будет никаких спойлеров. Все эти факты уже должны были показать в аниме. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А начнем мы с чего-то легкого и ненапряжного. Вы же помните то, как Рокси узнала о местонахождении Зенит. Правильно, она случайно встретила Киширику в городе Курасума. Только в аниме вырезали то, что было после. После попойки, показанной в аниме, троица авантюристов из Рокси, Талханда и Элина Лис сидела в гостинице и решала, кто будет доставлять весть о Зенит Полу, а кто Рудиусу. И во время жаркой перепалки в комнату ввалился бодигади с Киширикой на плече, после чего представился королем демонов и мужем Киширики, а затем во весь голос заявил, что провел отличную ночь с Лизой, сделав очень красноречивый жест. Лицо Рокси в этот момент вы сами можете себе представить. Я же обязан вставить эту великую цитату. А в штанах он 6 держит. Если вы думаете, что это все, то нет. Киширика беззаботно заявляет, что Бади вообще-то развлекается так каждый день. А все из-за того, что он слишком большой для ее недавно реинкарнировавшего тела. Одни любят друг дружку уже 10 тысяч лет. Так что это лишь мелкая интрижка с какой-то молоденькой эльфиечкой. На этом моменте целомудренный мозг Рокси целиком выпадает в синий экран. В общем, Бади вызывается помочь переправить Элина Лис на центральный континент напрямик по морю, чтобы доставить весть Рудиусу, после чего они вдвоем взбираются на борт корабля морской расы. Что же они делали все оставшееся путешествие, вы легко можете догадаться. Факт номер 2. Вырезанная печальная предыстория Сары. В аниме лучница ведет себя как типичная цундера и холодно относится к Рудиусу, будто бы просто потому, что типаж такой. В ранобэ же рассказывается о других ее мотивах. Сама Сара, как и Руди, родом из Асуры, из маленькой деревеньки на западе региона Милботс, которая находилась под управлением семьи Нотус. Когда Саре было около 10 лет, на деревню напала орда монстров из соседнего леса. Деревня пыталась держаться своими силами, отправив призыв о помощи лорду Пилимону Нотусу Грейрату, но дворяне проигнорировали его. Кто пришел на помощь, так это несколько групп авантюристов, поспешивших к деревне, которая на тот момент уже была почти полностью уничтожена. Завязалась настоящая мясорубка, и из нескольких полнокровных групп авантюристов живыми остались лишь Сюзанна и Тимоти, да Патрис с Мимиром. Оставшись без товарищей, они подобрали в одночасье ставшую сиротой Сару к себе, основав новую группу под названием Контрстрела. С тех пор Сара ненавидела всех дворян поголовно, поэтому как только услышала, что Рудиус имеет фамильное имя Грейрат, то возненавидела и его. Она посчитала его типичным сынком аристократов, сбежавшим из дома ради приключений. А его история с пропавшей матерью — это просто выдумка. К счастью, Рудиус показал себя как стойкий товарищ и сильный маг. Ну а дальше вы знаете. Доподлинно неизвестна причина такого решения Пилимона. Рудиус лишь предположил, что помощь в виде отряда рыцарей могла не прийти из-за того, что ближайшими к деревне Сары были территории Бориасов, которые не горели желанием помогать соседнему роду. Ну а к этому факту сначала стоит дать пояснение. Я часто в комментариях на ютубе или Шикиморе вижу, что главного героя Рудиуса Грейрата называют PDF-файлом. Мол, это все из-за того, что он приставал к девочкам, при этом ментально, будучи человеком 50 лет. Если конкретно, то Кэрис. Рокси считается взрослой как по меркам людей, так и по меркам мигурдов. А с Сильфией произошла случайность. Руди не применял силу Кэрис. Напротив, к той сцене привели их родители, которые старательно сводили их в будущую пару. Да, в настолько юном возрасте. Добро пожаловать в средневековье. Тем временем такие комментаторы почему-то напрочь игнорируют самого настоящего PDF-файла
и имя ему премьер-министр Асуры Дариус Сильваганиус. В принципе, вы и сами, глядя аниме, могли догадываться, чего только стоит внешний вид ассасинши, которая ему прислуживала. Тем временем в новелле Дариус однажды прибывает с визитом в регион Фитоа, и его взгляд сразу же падает на дочку лорда, Эрис. Предложив Саурусу Грейрату сделку, он надеялся на то, что его могущество убедит выполнить такую небольшую просьбу. Все же он имел связи с принцем Грабелем, первым претендентом на трон. Однако он просчитался. Старик Саурус ненавидел дворянские интриги и всегда действовал по велению сердца. Он отверг предложение Дариуса, и тот решил попросту выкрасть столь приглянувшуюся ему юную госпожу. Весь хитрый план, как вы знаете, был перечеркнут Рудиусом, а из-за того, что обоих похитителей убила Гислен, сам Дариус вышел сухим из воды. Но самое жуткое, Эрис единственная, кто смогла избежать своей незавидной участи. А на несгибаемом Саурусе Дариус отыгрался после инцидента с телепортацией, лично решив вопрос казни и передав область в руки Джеймсу Бориасу. Так что если вы хотите кого-то по-настоящему ненавидеть в реинкарнации безработного, отстаньте от Рудиуса, беритесь за Дариуса. Ну а прежде чем мы перейдем к следующему факту, я должен рассказать вам о том, что этот и другие ролики выходят на Бусти на неделю раньше, а еще там есть реакции, например, на Аркейн. Так что поддержать канал подпиской — это не ошибка. Спасибо тем, кто уже подписан, а мы продолжаем. Вы помните Сомала? Ну, того мальчишку, который среди прочих издевался над Сильфи. Потом еще Рудиус влетела, отпала ни за что ни про что. Его история на этом не заканчивается. После инцидента с телепортацией нам показывают, как его вытаскивает из рабства поисковая группа Фитоа во главе с Паула. Руди этого не знал и вмешался, устроив глупый маскарад. Это все было в аниме. Только вот в аниме решили умолчать о том, что по новелле Сомал после телепортации оказался не просто в рабстве, а стал, скажем так, недобровольной малолетней мужской версией Элизы. Да, в светлом и набожном городе Мелишоне, оказывается, есть и такие любители. В том же томе новеллы рассказывается и про двух девушек из группы Паула, Веру и Шеру. Они сестры, и их обеих телепортировала порознь на континент Милис. Вера была авантюристкой, но оказалась в незнакомом месте, абсолютно без оружия и снаряжения, после чего попала в лапы к бандитам, которые, цитата, «сделали из нее свою личную игрушку». Пройдя через все эти ужасы, в итоге она была отбита поисковым отрядом Фитоа. Затем освободили и ее сестру, которая попала в аналогичную ситуацию. Только если Вера смогла не сломаться после всех издевательств, то Шера закрылась в себе и каждый раз вздрагивала, когда мужчины бросали на нее взгляд. Поэтому Вера специально наряжалась в бронебикини, чтобы всегда сосредотачивать внимание мужчин к себе и отвлекать их от сестры. Вот такая печальная история лежит за, казалось бы, фансервисным элементом. Вы же помните ту слезливую историю о Суппордах? О племени воинов, которым бог демонов Лаплас вручил проклятые копья. Держа их в руках, они готовы были убивать всех, на кого им укажут. И когда им приказали атаковать очередную деревню, никто не возражал. Они прошлись огнем и копьем по своей же деревне, а Руджер собственными руками убил своих родителей, жену и сестер. Только его неокрепший сын попытался дать отпор и в итоге сломал проклятое копье. Все вышеперечисленное кратко, но описывается в аниме. Что в аниме же стыдливо умолчали, так это то, что когда наваждение развеялось, Руджер почувствовал во рту что-то твердое и хрустящее. Он грыз палец собственного сына. Осознав, что он делает, он с ужасом выплюнул его. Первая мысль Руджерда была наложить на себя руки, а вторая — убить Лапласа за все, что он сделал с его племенем. Правда, перед этим ему пришлось выкосить еще немало рядовых демонов, еще сильнее закапывая свою репутацию. В аниме очень мало экранного времени уделяется Лилии, хотя предыстория у нее более чем интересная. Еще будучи 13-летней девочкой, она достигла среднего уровня в стиле бога воды, и там же на тренировках в зале познакомилась со сбежавшим из дома Пауло Грейратом, который был отличным фехтовальщиком и
прожженным бабником. Они сдружились, а однажды ночью Паоло совершил с Лилией то, за что в современном мире сажают в тюрьму. Ее первый раз был не самым романтичным. У нее развился страх перед мужчинами. А на утро Паоло уже сбежал из города. В 15 лет ее отправляют работать служанкой в королевский дворец Асуры, где она, судя по всему, также немало натерпелась от дворян. Однажды, защищая принцессу Ариэль от наемных убийц, Лилия получает травму, несовместимую с фехтованием, и ей приходится спешно сбегать из дворца, опасаясь уже за свою жизнь. Убежала она в регион Фитоа, где и увидела объявление от Паоло. В деревне Буэна ее точно не смогли бы найти. И поэтому она отправилась туда, готовая в случае чего припомнить Паоло былое, пусть даже и разрушив его семью. Однако этого не потребовалось, и Грейраты радушно приняли ее к себе. Ну и завершить стоит одним из самых неожиданных камео в аниме. Думаете, Рудиус в этой сцене исцелил какую-то случайную девочку с улицы? Ну, на тот момент она действительно была случайной девочкой. В новелле же эта девочка была с тяжелой степенью обморожения, но все равно помогала убирать снег, чтобы хоть как-то заработать. И через полгода, когда произошла история с Сарой, Залдат потащил Рудиуса в квартал удовольствий, чтобы излечить его недуг. Партнершей Рудиуса оказалась Элиза, которая сразу же рассыпалась лестью о Руди, как о известном маге. Тот в лесть не поверил, но Элиза сказала, что знает о нем от своей младшей сестры, той самой девочки с обморожением, и пообещала, что когда та подрастет и сама будет принимать клиентов, то примет Рудиуса с искренностью, а не с наигранной лестью. После неудачного сеанса терапии Рудиус видит ту самую девочку, забегающую в комнату, из которой вышел, а затем вспоминает, что девочек, которые его обмыли перед сеансом, он видел не раз в городе, голодных и в лохмотьях. Так что Элиза ни капли не соврала, а их заведение на самом деле, пусть и таким нелицеприятным образом, но спасает детей от голодной смерти. Скорее всего, вы согласитесь, что мелочи, рассказанные мной в этом видео, дают большую глубину миру реинкарнации безработного. Если вы читали новеллу, то поделитесь теми фактами, которые вас зацепили, но которые я не упомянул в этом видео. Не забывайте смотреть другие видео по лору безработного. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.